Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen. Сегодня мы будем готовить гречневую лапшу собу. Обычно лапшу готовят в большой конусообразной сковородке, которая называется вок. Приготовление таких блюд происходит при высокой температуре. За счет этого сохраняются все полезные свойства продуктов. Я купил вот такую вот лапшу. Ее можно приобрести, я думаю, в любом супермаркете. Кстати, не так уж и дорого. Здесь 300 грамм, это 4 свертка, 40 гривен упаковка. Так что, в принципе, отличная цена. По овощам на лапшу мне пригодится репчатый лук, болгарский перец. У меня был красный и зеленый, будет красиво выглядеть. Морковка, куриное филе, грибы-вешенки. Можно взять шампиньоны, но они будут не такие ароматные. Также мне понадобится перец чили, также красный, зеленый, чесночок и имбирь. Теперь моем и чистим наши овощи. Нарезку овощей делаем очень тонкую. Вот такую. Это мы делаем для того, чтобы они оставались обжаренными и при этом хрустящими. Теперь морковка. Покажу небольшую хитрость, как делать классную нарезку соломкой. Берем экономку, которой мы чистили ее. Делаем вот такие вот слайсы. И теперь эти слайсы нарезаем красивой и аккуратной соломкой. И самое главное для нас, тонкой. Вот такой вот. Теперь займемся вешенкой. Вот эта часть у нас съедобная, вот эта часть несъедобная. На ощупь она очень сильно отличается. То есть если здесь мягенькая, здесь вот эта часть твердая. Как чистим? Ножом срезаем под основание гриба. Вот эта часть выкидывается, а это мы сейчас будем красиво нарезать. Грибы режем не так мелко, но примерно вот такие вот брусочки. Он у нас жарится быстро, и он очень сильно уменьшается в размере во время жарки, поэтому сильно тонко его не режьте. Чистим перец чили, срезаем верхнюю часть, теперь немножко крутим его руками. Таким образом все, ну или не все, большая часть семян отвалится и высыпется. Таким образом. То же самое делаем с красным. Самое главное после перца не лезть в рот, в глаза, не трогать других людей, потому что это будет не очень приятно. Теперь разрезаем его пополам. Если есть вот такие перегородки, вырезаем их, они неприятные на вкус. Кости удаляем, они чересчур острые. На зеленом точно так же. Теперь чесночок. Тут все понятно. Подрезали его, сняли с него шкуру. Теперь имбиречек. Нам весь не понадобится, нам понадобится небольшой кусочек. Отрезаем его. Чистим от вот этой шкурки. Очень круто пахнет. Просто обожаю имбирь. Имбирь, чеснок и перец мы нарезаем мелко и затем рубим меленько. Перец, чеснок и имбирь можно будет складывать в одну емкость нарезанную. Теперь перец чили. Теперь моем куриное филе. Высушиваем его. Я использую бумажное полотенце, как всегда. Целая филешка нам, скорее всего, не понадобится. Поэтому я возьму, пока отрежу половинку. Срезаем сухожилия. Хрящички всякие подрезаем. Убираем лишний жир. И получаем красивое чистое филе. Теперь делим его на пласты. Вот такой толщины достаточно. Этот еще тоже разделим. Теперь режем брусочками. Вот так отлично будет. Так курица у нас быстро прожарится и не будет сырой. Вот такая вот яркая нарезка у нас получилась.
Что ж, овощи мы нарезали, так что приступаем к жарке. В это время кипятим воду для лапши. Для варки лапши желательно брать большую кастрюлю. Набираем в нее воду практически полностью. Сразу добавляем в нее соль. Вок-сковородки у меня нет, зато у меня есть вот такой вот замечательный большой сотейник с антипригарным покрытием. Вы можете использовать обычную сковородку, просто лапшу варите в меньшем количестве, для того, чтобы вы могли без проблем перемешивать ее в маленькой сковородке. Ставим сотейник либо сковороду на большой огонь, наливаем в нее масло, закидываем в наш сотейник лук, он у нас нагрелся уже. Сразу добавляем болгарский перец, также распределяем. Когда жарите на большой температуре, не забывайте постоянно помешивать, для того, чтобы овощи у вас не пригорели. Теперь бросаем морковь. Когда у нас овощи почти готовы, отодвигаем их в сторону. Добавляем немного масла. Добавляем курицу. Даем ей прихватиться. Если вы это делаете на небольшой сковороде, тогда отдельно обжарьте овощи, уберите их, отдельно обжарьте курицу и остальные ингредиенты, а потом все смешайте. Курочка у нас прихватилась. Все это я делаю, не убавляя огонь. Теперь перемешиваем вместе с овощами. Снова отодвигаю все в сторону. Добавляю чуть-чуть масла. Добавляю грибы. Когда грибы немножко обжарились, смешиваем с остальной частью. Еще раз отодвигаем. Масло уже можно не добавлять. Вводим чеснок, имбирь и чили. Добавляем немножко кунжутного масла. Оно даст отличный аромат. Теперь перемешиваем все вместе. Теперь добавляем соевый соус. Солить мы блюдо не будем, поэтому его нужно добавить по вкусу. Так, чтобы не было слишком соленое, но и не пресное. Соевый соус можно добавить в любой момент, даже уже в готовое блюдо. Поэтому постарайтесь с ним не переборщить. Пока что зажарку отставляем, ждем, пока сварится лапша. Пока наша лапша готовится, приготовим украшения для нее. Возьмем перо зеленого лука и под острым углом нарежем его. У нас получается вот такая красивая нарезка. Этим мы будем посыпать сверху. Также нам понадобятся листики кинзы. Она очень ароматная и ее часто используют для украшения лапши. Вода у нас закипела, мы ее подсолили. Теперь бросаем лапшу. Нужно ее бросать не целым пучком, вот так вот, а постепенно вкидывать в воду. Таким образом она не слипнется. И ставим таймер 4 минуты. Сливаем лапшу через сито. Слегка остужаем ее холодной водой. Еще раз повторюсь, что лапшу нужно остужать слегка. Она еще теплая, но не горячая. Скидываем лапшу в нашу поджарку. Аккуратно перемешиваем нашу лапшу. Вот такими пластмассовыми щипцами, если у вас есть. Если нет, силиконовой лопаткой, либо ложкой. Для того, чтобы не повредить лапшу. Чтобы она у нас не поломалась и не получились макарошки. Теперь пробуем лапшу на соль. Я еще чуть-чуть добавлю соевого соуса. Еще раз ставим на огонь, только на средний. Слегка ее подогреваем. И все, можно подавать к столу. Выкладываем лапшу. Сверху немного посыпаем кунжутом, зеленый лук и пару листочков кинзы.
Вот такая крутейшая лапша у нас получилась. Отличная, яркая, вкусная. По-моему, это успех. Друзья, ну а на этом все. Кому понравился рецепт этой лапши, ставьте лайк, подписывайтесь, обязательно пишите внизу комментарии. Ну и самое главное, счастья и здоровья. Всем пока!